Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о телеграм-боте Бомби. Тема Бомби у нас, как я понял, на моем канале одна из самых популярных. Больше всего народу, по крайней мере, на моем канале смотрят именно ролики про Бомби. Но, к сожалению, в последнее время до этого, то есть, давайте разберемся так, до этого у нас как бы Бомби очень часто, чуть ли не по 2 раза в день выкидывала какие-то новости, посты, тут они картиночки разные, что-то нам рассказывали, показывали, вот по 2 новости чуть ли не в день выходило, я не успевал обозревать все эти новости, сообщать, что вообще происходит. Только вроде запишу ролик, пока я умонтирую, выходят еще новости, и я не знал вообще, как делать, как подстраиваться. И тут также сидел, ждал приблизительно, когда выйдут какие-то новости, чтобы склеить ролик из каких-то новостей определенных и что-то рассказать. Но почему-то у нас произошло резкое затишье. У меня есть мысли по поводу этого, почему у нас происходит такое затишье. Вот. Есть мысли по поводу аирдропа и листинга, когда это у нас все произойдет. Есть мысли приблизительные, по какой причине у нас все это долго откладывалось, потому что обещаний было дано очень много, и пока они их не держат. Вот, и немножко поговорим о будущем Бомби. Так что перед началом ролика настоятельно вам советую, не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите сюда донаты. Не нужно тратить свое время, свои деньги, свою жизнь на вот эти вот телеграм-боты, чтобы кто-то заработал на вас, на вашей жизни, на вашем времени. Так что завязывайте со всем этим, лучше просто вот смотрите видосики, а лучше время проведите со своими близкими, родными. Смотрите, у нас выходил, разговаривали мы по поводу вот этого Капибара Бомб, Капибомба получается. Это их новая будет игра, которая выйдет уже вот скоро-скоро, судя по их новостям. Но что там будет происходить, как там это будет все выглядеть? Выглядеть, наверное, будет примерно вот так вот, да, то есть у нас есть гоблины, какие-то големы, не знаю, какие-то, кто это, покемоны, может быть, да, и сама вот эта у нас боевая капибара. И у нас здесь есть токены Кэти, есть USDT-шечка, и есть вот C, получается, токен. Это будет, скорее всего, токен именно внутриигровой капибара. На картинке, по крайней мере, у нас Бомби не указывается вообще. У них здесь проходил конкурс, об этом мы сегодня не будем разговаривать. Похвастались они тем, что у них миллион уже фолловеров, то есть миллион подписчиков на их иксе, то есть на их твиттер-аккаунте, что они добились этого миллиона. Но это замечательно, то есть, следовательно, им помогает вот это вот взгляд на азиатский рынок именно с Телеграма. То есть с Твича-то, понятное дело, они это делали, но теперь они с Телеграма заходят именно на вот этот азиатский рынок. И это им очень-очень хорошо помогает. Также у нас команда Бомби уехала на фестиваль 2025 в Гонконге. Команда именно Катизена и Бомби в том числе. Вот есть картиночки, да, вот такие. То есть у нас здесь на стенде наш Бомби. Здесь у нас, да, кстати, смотрите, Сити-холдер, да? Сити-холдер здесь. Нифига себе, Семенчук и туда жало запилил. Вот же хитрожопы, а. Даже там. Причем рядом с Бомби. Это типа топовые боты получаются. Телеграма, что ли. Ну, не знаю, насколько у нас Сити-холдер топовый. И здесь у нас также рассказывается о том, что они вот бла-бла-бла, там все они нам на стоном вместе, все у них хорошо, все шикарно. Здесь они как бы отдыхают и чилят, и пиарят максимально в Гонконге свои телеграм-боты. И вот последняя новость, она вышла вот буквально перед тем, как я начал снимать ролик, потому что ролик, наверное, выйдет на следующий день. Надеюсь, за это время не налетит еще куча новостей, да, и мой ролик не будет неактуальным, получается. Неактуальным будет. Вот. И здесь у нас появилась вот такая вот картиночка, где нам показали приблизительно, ну, можете перейти в телеграм-канал, получается, официальный новостной Бомби, и посмотреть. Здесь у нас показали, в каких у нас лигах сейчас находятся те или иные, ну, точнее, сколько игроков находится в тех или иных лигах, получается. Здесь вот основная вся часть находится в самых начальных. Здесь почти больше даже полумиллиона игроков, вот здесь 270 плюс 210, это уже 480, ну почти 490, и 150 это уже 650 тысяч игроков находятся вот в этих начальных лигах. То есть я нахожусь здесь, на этой половинке, грубо говоря, и здесь у нас там 100 тысяч с чем-то человек, ну плюс у нас еще выше лиги, но там совсем немножечко, совсем чуть-чуть игроков. И вот они говорят, что у них в платиновой лиге уже 750 тысяч игроков. Это информация у нас на 11 апреля. Что можно сказать вообще по поводу Бомби
когда и что и почему. Давайте обсуждать именно это. Смотрите, почему у нас затишье такое, во-первых, на новостном канале именно Бомби. Мне кажется, тут две причины. Первое, это потому, что они там поехали в Гонконг, и у них сейчас там фестиваль, они заняты немножечко другим, им наплевать на нас, по крайней мере сейчас. Они занимаются своим пиаром, и пускай думают, что хотят, у нас скоро листинг, скоро, ждите, и мы пока занимаемся своими делами. Вот это одна из первых мыслей, по какой причине у нас такое затишье произошло небольшое, получается, в новостных лентах именно Бомби. А вторая мысль по поводу этого всего, почему такое затишье, потому что они понимают, что вот-вот должны дать нам, получается, ТГЕ, дать нам листинг, аирдроп раздать. Вроде они обещали, и то есть если они сейчас будут пуляться простыми какими-то новостями, очень простенькими, да, народ их заклюет, потому что единственное сейчас множество комментариев, точнее, под их постами, это когда ТГЕ, когда листинг. И все, потому что обещание было дано, что у нас будет в первом квартале. В первом квартале будет листинг, раздача аирдропа, а первый квартал это с январь, февраль, март. Март у нас уже давно закончился, ТГЕ, листинга нет. Потом нам сказали, что он будет в течение 2 недель. Это нам говорили в марте. И вот начало апреля, листинга ТГЕ у нас нету. Потом они сказали, что в апреле месяце будет ТГЕ. У нас уже середина апреля, и, как видите, пока никакой информации об этом нет. Вот, и теперь мои предположения. Что у нас может быть по поводу того же самого Бомби, когда у нас будет этот листинг? Смотрите, мысли таковы, у меня, по крайней мере, мои мысли, что, во-первых, сейчас очень плохая обстановка на рынках. Вы сами видите, что там творит у нас дедушка Трамп, как он пуляет фонтанами из пошлин по всему миру, как это все рушится рынки, как это все в крови у нас, что крипта, что фондовые рынки. Все вот такими вот качелями, и опасно выходить, то есть на листинг именно сейчас. Вот. И у меня тоже двоякая к этой, ну, по крайней мере, к этим моим мыслям, двоякая ситуация, что, во-первых, я тоже очень жду этот листинг, очень жду этого ТГЕ, когда мне дадут дроп, да, когда получу свои токены, вот, и меня это потряхивает, почему так долго. С другой стороны, я сейчас тоже сижу и думаю, что, ну, именно вот в такой обстановке выходить на листинг вообще не вариант. То есть цена, капитализация, то есть будет очень-очень маленькая. Потому что капитализация у нас не только от количества донатов наших зависит, а также от ликвидности, которая поступает в рынке, поступает в токены и тому подобное. От именно самой ситуации на рынке. Да, если у нас рынок в бычьей фазе находится, все растет, да, и Бомби тоже на этих на общих качельках может подрастать, да, если у нас биткоин там летит в небеса, да, следовательно за ним летит весь рынок, и Бомби тоже может вместе с ним туда полететь, потому что появляется ликвидность, и все это разгоняется, поэтому они выжидают. Мне кажется, они выжидают более благоприятной обстановки, когда у нас она восстановится. То есть, понятное дело, они нарушили все свои обещания, и сейчас вот получается так. Будем надеяться, разработчики у нас в Бомби понимают, когда примерно эта обстановка нормализуется, потому что они сейчас были в Гонконге, это Азия, там Китай у нас воюет очень с США именно в финансовом плане, и, возможно, они тоже и разведку тем самым проводят, общаются, потому что была фотография с директором Байбита, и, надеюсь, они обсуждали именно эти моменты. То есть, если фотка была с директором Байбита, то уже есть шанс, что у нас листинг будет на Байбите. Это уже замечательно, это тир-1 биржа, то есть ликвидности уже будет гораздо больше. То есть мы уже можем думать, что это будет приблизительно от 30-50 уже миллионов, именно капитализация токена, минимальная. Вот, ну и какие мысли вообще по поводу всего этого? Надеюсь, они в скором будущем дадут нам информацию по поводу airdropа. Во-первых, надо нам дождаться, когда у нас закончится вот этот самый клейм, который мы сейчас клеймимся, да, чекинимся точнее, онлайн-чекины, за которые нам дают вот эти все эмблемки. Во-вторых, нам нужно дождаться окончания airdrop pass от Katizen. Давайте включу и посмотрим на счетчик. То есть у них, по крайней мере, есть оправдание в том, что вот через 8,5, ну, через 9 дней
закончится, это будет приблизительно образно 20 апреля, закончится airdrop pass, а здесь у нас есть все равно какие-то энные количество поинтов в бомбе, что мы дожидаемся окончания airdrop pass, чтобы люди получили свои поинты, чтобы к тому времени не укатался рынок, да, эти поинты не подешевели, чтобы люди их могли на листинге сразу продать. Вот, то есть теоретически до 20 апреля, я думаю, не будет никаких листингов, аирдропов, там, ТГЕ и тому подобное. А после раздачи, когда мы сможем заклеймить эти поинты бомби, потому что в течение 3 дней, скорее всего, будет клейм их на свои аккаунты, да, и тогда вот приблизительно 23 февраля уже можно начинать думать о каких-то датах. До 23 февраля можно даже не шевелиться и не пытаться угадывать. То есть приблизительно дата у нас пиковая, это 20-23 апреля, февраля говорю, да, апреля, 23 апреля, вот когда наступит это время, тогда будем ожидать каких-то уже новостей по поводу airdropа, листинга и ТГЕ. Ну, либо как мы с одним из моих подписчиков уже смеялись, то, что нам сейчас добавят еще какой-нибудь чекин 2 икса, чекин 3 икса, потом летний чекин, потом осенний чекин и так далее. Вот. Но, по крайней мере, они обещали, что у нас вот Кэпи Бомб стартует уже вот скоро-скоро. Первая игра Stake and Earn. Stake to Earn получается. На экосистеме Тон. Она уже вот скоро-скоро. Возможно, они к этому времени и делают. То есть сейчас стараются сделать вот эту Кэпи Бомб быстренько, хотя бы слепить на коленке стартовое, хотя бы какое-то тестирование, может быть, даже открытое бета запустить. Вот. Потому что в их игре Кэпи Бомб будут награды за то, что туда мы вносим наши токены бомби. Вот, когда мы туда вносим, нам, получают дополнительные награды, раздают. И вот, возможно, к этому времени они сейчас быстро пытаются слепить эту копи бомб, чтобы люди не на биржу несли и сразу сливали в стакан, а подумали и, возможно, заносили в копи бомб. Так что вот, тоже ждем новостей каких-то про копи бомб, и тогда тоже можно будет думать о ТГЕ, раздаче airdропа и листинга от бомби. Вот такие вот сегодня были новости. Пишите в комментариях, возможно, вы в каких-то состоите закрытых чатах, есть какая-то информация, да, повестите меня, пожалуйста, чтобы я в следующих своих роликах мог донести до людей уже какие-то новые новости, потому что у меня нет времени сидеть в разных чатах, читать эту кучу всей информации, так что жду, пожалуйста, этой помощи от вас. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.